Елена Петрушенкова. И еще художники в большом долгу перед эпохой. Писать надо события, чтобы потомки понимали, что происходит. Через «з». «З». Ну и что должны потомки нового понять? Что-то изменилось за 2000 лет? Или вообще за всю эпоху существования человека? Он что, хоть чуть-чуть подрос, чтобы не ненавидеть, например? Есть, мне кажется, одна эпоха. Это невежество относительно своей природы. А природа наша, ну вот, сами знаете какая. Анж Тих. Вячеслав, как научиться писать крупными мазками? Очень просто. Выбросить маленькие кисти. Вот, взять только большие. И делать замес, чтобы был крупный мазок. Бам, крупный мазок 2. И поехали. Крупными. Не мельчить. Один профессор, мне рассказывали в этом самом, в Суриковском, заходил в аудиторию, и если видел, что студенты пишут маленькими кисточками, он подходил, так брал ее кисточку, дай-ка, говорит, и ломал ее и выбрасывал. Вообще идея утопическая, конечно, но а вдруг сделать такой вот наш санаторий, вот эту палату хотя бы, островком уважения друг к другу, любви, конечно. И так, как глядишь, он будет разрастаться. Утопия. Но как приятно. Вдруг это получится. Каждый из нас, никто никому ничего не навязывает. Как только появляется человек, который начинает... Я ж не навязываю. Я просто высказываю свое мнение. Как только человек начинает там фукать или все такое на меня, ну или на кого-то из вас, мне кажется, это неправильно. Кто-то написал, что вообще у меня там в детстве проблемы, и я типа би. Нет, я не би, я one. Я очень мужественный человек. И би не про меня совсем. Кристина Свенсон. Я считаю свои картины неудачными, если они выполнены небрежно, без дополнительной работы. Опа. А что ж мне тогда делать? А я, наоборот, стремлюсь выразить что-то через небрежность. Как тут быть, если я считаю, что небрежность в живописи, некая хаотичность, Феша называл управляемый хаос, но управляемый, то есть это кажущаяся небрежность. Ну ладно, продолжим дальше. Кристина дальше пишет. Значит, если небрежно, то они неудачны. Это передача минутного настроения. Гениально! Минутного настроения. Можно даже секундное настроение передать. Несколько секунд. Какой-нибудь у тебя там восторг. Вдруг трепет случился. Как говорил Жванецкий, одно неловкое движение, и ты отец. А один мне парень сказал, а почему неловкое? Секундное, миллисекундное вот такое настроение можно даже передать средствами живописи. Так, и когда оно проходит, нет желания дописывать и уточнять работу. Прекрасно! Вы гений! Зрители это почувствовали и покупали ваши работы, которые вы считаете неудачными. Так этому зрители понимают, что это самое удачное. Так, дальше. Я почти хотела бы интерпретировать это как хорошее или законченное, но мой ранний учитель, немец, BMW, Audi, все четко, все по полочкам. Вправо нельзя, влево тоже, чертеж, строго, линия прямая, значит прямая. Так ладно, немец, это я так, перебор уже, наверное, у меня свое ощущение. Ну, я общался много с немцами. Опоздал на 1 минуту, уже на тебя смотрят так. Нельзя опаздывать вообще. Так вот, учитель немец акварельной живописи говорил мне, что это упадок шведского искусства. Ну, Кристина из Швеции, как я понимаю. Кошмар, если он прав. Действительно кошмар. Хотя, с другой стороны, такие 5-минутные работы, наверное, портят имидж художника. Вам надо разобраться, почему вы считаете, что портят. Почему? 5-минутные, это много. Можно за минуту написать шедевр. Но в эту минуту сконцентрирована, вложена вся жизнь художника.
Все годы его поисков вложены в этот прыжок с шестом, я не знаю, готовился спортсмен 20 лет, 10. И разбежался и залетел на 10 метров выше всех остальных. Это же концентрация всех 10 лет. Ладно, значит, 5-минутки, наверное, портят имидж художника, создает впечатление, что он умеет только пачкать хвост, а не писать. И когда я вспоминаю его слова, мне становится стыдно, что я как бы ничему не научилась и не имею критики к себе. Вот интересно, а он показывал, или вы видели его работы, и вам они вообще нравятся, вот этого преподавателя? Я к тому, что вот у нас, я и не видел работ преподавателей, которые у нас преподавали в Строгановке. Ни рисунка, ни живописи. Как-то такой по умолчанию, значит, раз преподаватель, значит, он что-то вообще-то может. Я за то, чтобы выбирать тщательно себе преподавателя. Его изучать работы скрупулезно, смотреть, тем более немца, смотреть, что он может, чтобы вообще доверить свою жизнь в искусстве этому человеку. Допускаю, что может, допускаю. Но вы-то где? Вы, ваше искусство. Вот он вас научил, наверное, мыслить, наверное, научил не сомневаться, чувствовать, передать эти чувства в холсте, так передавать, как он не умеет передавать, не умел. И другие по-новому. Как тут быть? Кто прав? Вы-то где? Я считаю, что задача преподавателя – раскрыть талант художника, показать, что довести его до состояния, когда преподаватель не нужен. А вы, наверное, уже сколько-то лет прошло, вы все оглядываетесь на то, что стыдно, что он там, что вы не доучились у него. Учились бы дальше, ходили бы к нему всю жизнь в мастерскую. Но зачем быть копией, даже если этот художник великолепный? Нужно идти дальше. Вы как цветок. Задача преподавателя была поливать вовремя цветок. А дальше он распустился и благоухает уже для всех сам. Не вспоминает, что ж ты меня там не так поливал, я не так благоухаю, как ты. Да у вас просто свой аромат. У двух людей разный аромат, разное влечение, разная любовь к искусству. Друзья, напомню, что 15 числа открытие выставки «Современный русский импрессионизм», куда я вас приглашаю на открытие. Арт-коробка. Москва, Автозаводская улица, 18. В 19 часов жду вас в гости. Это очень мощная выставка современных импрессионистов на 800 квадратных метрах площади. Полезной. Прошу вас поставить лайки сейчас, не забывайте, комментируйте, подпишитесь и приходите в гости в мою онлайн-школу живописи. Анонс для примера. Очень многих художников привлекают крыши домов для живописи. В каждом городе, конечно, есть такие места, куда хочется забраться и посмотреть на это разноцветие. Можно взять небольшой этюдник. Кстати, хорошо иметь два, по крайней мере два. Один такой походный, а другой побольше. Я перешел на складные палитры, которые, в общем, сам сделал, сам изобрел. Так вот, налегке выбрать состояние, когда оно наиболее выразительно. И если такое место найдено, можно приходить хоть 1000 раз, и будет всегда разное небо, разные крыши, разный цвет. Одно из моих любимых мест, где я могу пописать крыши вот так много раз, это Гурзуф на Ленинградке. Я много раз проходил здесь, и всегда и крыши, и дальняя гора, море, и улочка, все по-разному окрашено, и мне всегда хочется поработать. Я записал видеоурок на эту тему 34-й крыши Гурзуфа. Как всегда, сложные отношения, как всегда мы будем их выстраивать. Один цвет и тон цепляется за другой, и мы постепенно двигаемся. Вы все видите на экране. И замесы на палитре, и мотив, и то, что происходит в холсте. Надеюсь, что этот урок еще одна капля в копилку вашего вдохновения.